Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это прогноз на июль 2025 года для восходящих львов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильные прогнозы, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказала в видеоинструкции, которая сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также размещена в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. Также я прошу вас обратить внимание на то, что если вы не знаете точное время своего рождения, постройте, пожалуйста, свой гороскоп в ведическом стиле и посмотрите, в каком знаке зодиака у вас находилась Луна и Солнце. И тогда смотрите гороскопы для знака зодиака Луны в первую очередь, потом для знака зодиака Солнца. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает львов в июле 2025 года. Первое июльское событие — это полнолуние в вашем пятом доме гороскопа. Пятый дом — это дом детей, дом творчества, дом торжественных каких-то мероприятий, развлечений, отдыха и обучения. И полнолуние в пятом доме — это может принести такой результат, как, допустим, посещение какого-то мероприятия, то есть поход на концерт, поход на какую-то выставку. Также это может быть окончание какой-то учебы, завершение какого-то периода у детей, этапа какого-то и так далее. 13 июля в вашем восьмом доме гороскопа станет ретроградным Сатурн, и он будет ретроградным в вашем восьмом доме гороскопа до 28 ноября. Периоды ретроградных планет — это периоды, когда могут быть задержки и препятствия в каких-то делах, которые эта планета сигнифицирует, на которые указывает. Также это могут быть периоды, когда могут быть возвраты в те дела, которые мы раньше не завершили, либо приостановка того, чем мы занимаемся. И у вас, конечно же, в первую очередь Сатурн в восьмом доме гороскопа указывает на периоды таких каких-то смены договоренностей в партнерстве. Партнерство — это не только брак и личная жизнь, это еще договоренности с коллегами по работе, договоренности с командой, с коллективом, в котором вы участвуете, допустим, коллеги по работе, либо одногруппники, одноклассники и так далее. Сатурн говорит о том, что могут быть перемены решений, то есть вы сначала договорились действовать таким образом, потом раз, и люди говорят, что нет, мы так не договорились, будем по-другому. Это могут быть вопросы тайного сотрудничества, это могут быть вопросы, касающиеся каких-то финансовых отношений. Даже в большей части могут быть вопросы, связанные с финансовыми сделками, с финансовыми договоренностями. Вопросы тайных денег тоже. Это могут быть вопросы страховок, вопросы налогов, вопросы наследства, вопросы какого-то финансирования, инвестиций. Также могут, и это все может быть с задержками, с препятствиями, это все может переделываться по несколько раз. Но это может даже быть такой период, когда вы можете повторно, например, выйти из какой-то команды или повторно разорвать отношения с каким-то человеком. То есть может быть турбулентность именно в отношениях. Но это не значит, что на протяжении всего периода. Как правило, просто происходит какое-то событие, которое как будто бы замораживает, ставит на паузу, либо что-то, может быть, нужно будет делать несколько раз. С 14 по 20 июля будет соединение Марса и Кету в вашем первом доме гороскопа. В целом Марс идет по первому дому гороскопа, и для вас это неплохой транзит, потому что Марс для вас очень сильная планета, и он для себя в таком сильном достаточно положении. Но Марс и Кету — это все-таки такая достаточно жесткая энергия, потому что Кету подобен Марсу. Кету по своим действиям подобен Марсу, по резкости, по внезапности событий. И когда будет соединяться Марс и Кету, вам в первую очередь нужно будет следить за тем, чтобы вы не поддавались соблазнам
пойти заняться, допустим, какими-то экстремальными видами спорта, какими-то рискованными мероприятиями, потому что у вас будет присутствовать либо соблазн, либо необходимость где-то рискнуть, где-то, может быть, резко себя повести, нахрапом. Также может быть такое, что вы захотите походить по медицинским учреждениям. И, допустим, если вам будут ставить какой-то диагноз, например, да, вот ждать результаты анализов, то это все может быть неправильно. Вам надо ждать, когда разойдутся эти Марс и Кету, чтобы убедиться в том, что это действительно так. Вот если у вас есть какие-то медицинские вопросы, также если у вас будут вопросы, связанные с недвижимостью, связанные с транспортом, с местом жительства, связанные с зарубежными поездками, с отношениями с отцом, учителем, руководителем, там везде может быть какая-то запутанная история, неясная, когда вы обладаете, получаете искаженную информацию, и вам нужно подождать, чтобы эта информация прояснилась. У некоторых, может быть, это период продажи недвижимости, то есть Кету как бы отрезает от нас какую-то недвижимость, и у некоторых львов это период, допустим, продажи недвижимости, либо переезда. Но могут быть и резкие события. Нужно в первую очередь, конечно же, еще следить за своей физической активностью, не перетруждаться, не тягать лишнего железа в спортзале, но и не сидеть в одной позе тоже 20 часов. То есть вот это сочетание, оно как раз про то, что нужно стремиться к тому, чтобы вот не засиживаться, например, как эмбрион в одной позе, но и не бросаться куда-то в бой, куда мы вообще там первый раз туда идем и не знаем, что там, как там прыгают с парашютом или еще что-нибудь. То есть вот такие должны быть экологичные подходы в этот период к физической активности в первую очередь. К тому же 16 июля управитель всего вашего гороскопа, солнышко, до 16 августа заходит в ваш 12-й дом гороскопа. Ну вот наверняка многие львы займутся медицинскими процедурами, медицинскими обследованиями с учетом Марса с Кету в первом доме гороскопа, транзит Солнца по 12 дому дальних поездок, зарубежных путешествий, уединения, больниц, санаториев. Он дает такой вот, может быть, тоже походить по медицинским учреждениям, пообследоваться. Кто-то отправится в дальнюю поездку. В целом может быть период уединения, прояснения каких-то вопросов, связанных с медицинскими процедурами, связанных с дальними поездками, связанных с другими городами и странами. Может быть, новость какую-то получить и так далее. Ну и снижение, конечно, такой именно вашего эго, может быть, в общественных вопросах, то есть, может быть, уход от каких-то активных общественных дел в этот период. И с 18 июля по 11 августа еще одна ретроградная планета у нас будет, это Меркурий, тоже в вашем 12 доме гороскопа, в доме зарубежных поездок, уединения, больниц, санаториев, закрытых организаций. Меркурий в целом в 12 доме показывает ваши траты на дальние поездки, организацию каких-то поездок, допустим, тоже, либо организацию вот у кого-то обследования какого-то медицинского. Но и уход может быть, вот Сатурн в 8 доме гороскопа ретроградный и планета денег Меркурий ретроградный может говорить об уходе от официального поля налогов, платежей. И может быть такое, что ваши подходы будут меняться, ваши решения по поводу финансов, по поводу платежей, допустим, по поводу получать зарплату в конверте, либо получать зарплату на счет, работать легально, либо работать нелегально. Вот такие вот подходы могут меняться и могут быть перемены планов. Может быть такое, что вы так решили, а потом поменяете. Либо, например, вы решили вот так вот, а у вас так не получается. То есть могут быть какие-то вот вопросы настройки, может быть, платежей, карт, может быть, каких-то оплата куда-то в другую страну не проходит, либо невозможно там забрать какие-то свои деньги. То есть могут быть у вас в первую очередь вот в июле вопросы платежей, вопросы причитающихся вам денег тоже очень активны. И поскольку у нас вот и Сатурн, и Меркурий ретроградный, Сатурн еще в аспекте на 2-й дом денег, то у вас вот вся турбулентность, задержки, либо перемена планов еще по большей части будут очень сильно касаться
финансовых вопросов. А 24 июля состоится новолуние в вашем 12 доме гороскопа. И новолуние в 12 доме гороскопа тоже может дать какую-то дальнюю поездку, уединение, может дать начало какого-то дела в другой стране или в другом городе. И также может давать перемены в работе. 26 июля в ваш 11 дом гороскопа до 20 августа зайдет Венера. Ну, вот этот транзит прекрасный, просто прекрасный. Венера в 11 доме гороскопа, планета удовольствия, планета денег, в доме, который отвечает за исполнение желаний, за наши достижения, награды. Здесь тоже, кстати, вот такая история, что могут быть какие-то повышения зарплаты у тех львов, которые работают. И вот, например, повышают зарплату, но повышают так, что эту часть ты получаешь официально, а эту часть в виде повышения ты получаешь в конвертике. То есть могут быть какие-то такие хитренькие схемы. И помимо этого, транзит Венеры по 11 дому гороскопа кому-то из львов может давать какую-то награду, номинацию, участие в каком-то конкурсе. В общем-то, неплохо. То есть ваши собственные усилия будут направлены тоже на получение каких-то наград, достижений, на исполнение желаний, на общение с друзьями. Может быть возможность через свою работу, либо через свой статус войти в какую-то тусовку типа блогеров. Либо тусовку, там, допустим, писателей, либо тусовку каких-нибудь журналистов, либо пообщаться, допустим, с журналистами, что-то такое. Ну, или, может быть, просто людей, которые много разговаривают, сплетники, со сплетниками много общаться, вот в таком духе. Также Венера в 11 доме может давать период, когда мы больше наслаждаемся, может быть, есть возможность там с друзьями пообщаться, есть возможность какие-то мероприятия посетить, получить какие-то подарки, исполнить свое желание какое-то и так далее. Но помимо этого Венера еще дает тенденцию на переоформление бизнеса, если у вас есть бизнес, переоформление карточек, переоформление счетов, и на то, что нужно будет оформлять какие-то документы на счета, на карты, на, может быть, банковское обслуживание и так далее. С 28 июля по 13 сентября Марс зайдет в ваш второй дом денег. И вот тоже все про деньги, но тут интересно, потому что Марс на самом деле для вас одна из таких самых сильных планет. И с одной стороны, Марс в вашем втором доме денег, ресурсов, родительской семьи, он дает доход от учебы, от, может быть, учителя, отца, руководителя, от от иностранной валюты, от какого-то духовного мероприятия, либо просто удача какая-то финансовая, от детей, может быть, либо от проектов каких-то. С другой стороны, может быть такое, что вы можете с кем-то спорить по поводу денег, с кем-то ругаться из-за денег, то есть либо быть очень настойчивыми и очень такими активными в том, чтобы заработать денег. Нарушается режим питания при таком транзите. Начинаем есть всякую гадость, быстро питаться, поэтому будьте внимательны, не сбивайте свой режим. Но в целом этот транзит такой, он по финансам может еще давать такой эффект, когда деньги ляжку жгут. Когда вот у меня есть деньги, мне нужно срочно их потратить, хоть на что-нибудь, даже на какую-то импульсивную, бездумную покупку, вот просто потратить. И это же еще касается вот этот транзит Марса, лица всего, то есть может быть желание там где-то, например, пирсинг в носу сделать или что-то такое, какой-нибудь, например, зубы полечить, какие-нибудь очки подобрать, ну даже не очки подобрать, а вот пойти там на лазерную коррекцию зрения, пирсинг сделать, что-нибудь такое. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на июль 2025 года для восходящих львов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.